Салют, друзья, приветствую вас на канале Брукс. Продолжаем проходить Steelrising. И вот площадь, на которой мы остановились, собственно. Давай рискнем, посмотрим. Я же говорю, хер поймешь. Все-таки да, все-таки здесь кто-то есть. И этот кто-то? Кто это? С мортирой опять на голове. В натуре с мортирой, блять, это целая башня. Ключник. Ключник. Казначей, блядь. Это что такое? Это что такое? Дядь, ты чё? Он меня пяткой левой ноги ударил. Причем серьезно, унизительно пяткой левой ноги. Ну, если уж меня сейчас взорвут. А его, блядь, не цепляет уроном, нахуй. Почему? Я чё, блядь, один такой невезучий? Ебать. Ебать, по роже прилетело. Да пиздец, я же... Давай суй в себя ключ, гандон. Я тебя просто усиленными начну долбить. Козел. Вот ты не угадал. В смысле, охлаждение? Наконец-то. Давай попробуем. Не получилось. Ладно, согласен. А, получилось! Не получилось. Наконец-то. Сейчас, подожди у меня. На, по роже, блядь. Не-н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 е, это не есть хорошо, это ссаные молнии. Я не люблю молнии. Мне они не нравятся. О, все, можно начинать. Ёпта. Я думал, опять вылетят эти микро... Вот эти летающие припиздюльки. Он? Блять. Вообще ударился головой, конченый. Ой, бля. Ну чё, падать будешь? Кретин, блядь. Комбо начал выдавать, ты глянь. Ошалевший. Дурак совсем? Эх, бля. Бомб не осталось, гранат не осталось. Он полетел, короче, такой типа панч. Ну чё, в себя пришел, дурачок? Нет, 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 нет! Блять, я думал, он просто поднимет и ударит. А оказалось, нихуя. Божественно, чувствую себя... Дядь, блядь, ты что?
Да пиздец, у меня последняя хилка. То ли я кретин, то ли еще чё, блядь. Ну чё, пришел в себя, уродец? У меня последняя хилка. Застанил бомба. Твою тупую башку. Повезло, чертовски. У меня была одна последняя хилка. И ту, мне кажется, я слил. По ощущениям, я рисковал всем. Всеми 14 тысячами душами. Каждого затолкал в этот гроб. Я же говорю, король ёбнулся. Ужас, ужас. Rescue me. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. Предсказал. Предсказуемый. Так, что случилось? How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Чё зубы золотые? Так. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. What did you Нихуя see там and что-то hear интересное. before you regained Ничего не понятно, но consciousness? очень интересно. Frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Ну, What will you с do кукухой now? точно будут проблемы There в is no будущем. future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. В монастырь. You will be safe there. Люксембургский ансамбль. Чего? Мы были в доме этих инвалидов, блядь. А, быстрым перемещением вернулся. Круто. She's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. where are Монахи. the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. А как же Эгида? I did not expect to see you all together. 4 days ago,
the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider Господи, как вы долго разговариваете. Все интересно, но опять хотят Эгиду отправить куда-то в очко. Вытащи того, вытащи этого, вот тут надо еще что-то сделать, тут собрать. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, Очень долго разговаривают. Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Кто бы сомневался. Иди, найди, принеси, блядь, там. Принеси, подай. Иди. Не мешай. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. Тебе тоже чем-то помочь надо. Ask you for anything more. Почему я не удивлен? Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Oh, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Хера у него бабок было, оказывается. Which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the. То есть что-то спрятали, блядь, а доступа к этому нет. The king does, that's for sure. Супер. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only Я же hope of смотрел seeing там, my beloved wife типа, again, парик. and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Так, что это? Снова письмо. Ёпта. Прекрасная Габриэль. 25 апреля 1789 года. Маркизу де Лафайету. Любезный муж, как мы и договаривались этим утром, я принимала месье Мерсье. Охуеть. Директора ботанического сада. Он прибыл на корабле, и долгое путешествие плохо сказалось на его здоровье. Тем не менее, он решил лично посетить плантацию и поделиться своим ценным мнением.
По его словам, почва здесь прекрасная, и стоит построить теплицы до 500 саженцев гвоздичных деревьев, или около того. Кроме того, понадобятся лестницы для сбора урожая, сушильни и амбары. Если вас это устраивает, сообщите мне как можно скорее. Я очень скучаю и всей вашей душой надеюсь вновь увидеться в этом далеком и дорогом нам краю. Адриенна. Адриенна, блять. Сука, имена французы ёбнутые, нахуй. Какого хуя? Письмо аббату Григуару. Аббату Григуару, приходскому священнику из коммуны Амбремениль. Монпьер. Ебать, а французский не моё. Устав ордена запрещает нам вмешиваться в мирские дела. Лишь молитвой спасаем мы души тех, кого всемилостивый Господь решит призвать к себе. Я вверяю вам реликварий нашего братства и молюсь, чтобы вы и все, кто найдет убежище в трапезной нашего монастыря, защитили его от грозного нам всем уничтожения. Да хранит вас Бог. Отец Этьен, священник ордена меньших братьев. Заебись. Из Аквина, Сан-Доминго. 20 марта 1789 года. С Божьей помощью вы получите это письмо до начала работы генеральских штатов. Мы призываем вас не ограничиваться вопросами земледелия и не стесняться в требованиях на заседании в Версале. Наш главный аргумент – у нас нет депутатов, и все, чего хотят белые представители, для нас не закон. Твердо стойте на своем и давайте отпор их презрению к нам. А еще поговорите с месье Некером. На его счету много благотворительных дел, что говорит о его человеколюбии и сердце, открытом для угнетенных. С пожеланием здоровья, ваш друг и брат Франсуа Раймон. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. Пиздец. Опять с кем-то базарить надо, ёбаный в рот. It is a miracle that we got here safely. What Ну do you давай want to talk to посмотрим. me about? Have you ever heard of the Club de Massiac? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. Those from Saint-Domingue and the Petites, they are waging a war of... They worship nothing but money. Ай-яй-яй. Only by the... Regrettably, Как же долго, а? Я уже зевать начинаю, это неприятно. 2 months ago, when I overheard, if they are to be believed, this is Clave sans sommeil. It's hard to say what this, but I fear they plan to administer our organization. What exactly? Господи! Miss, what we Aegis. Психанул, блядь. Жопа-то какая! Все собрались, блядь. Я почитать собирался, нахуй. Пришлось разговаривать. Памфлет, обличающий Некера. Друг народа, ВИП с... Ага, беспристрастная политическая газета. Автор месье Марат. 11 мая 1789 года. Какой толк в остром уме мастерстве, дерзости и стойкости, если они не работают на благо общества? Не стоит забывать, что год назад месье Некер фактически подписал указ о голоде, заявив об угрозе нехватки продовольствия в 1788 году. Он тем самым дал толчок к росту цен на хлеб, а затем воспользовался этим и установил монополию, лишив пекарей свободы покупать припасы на свое усмотрение. Таким образом, уважаемые читатели, наш благодетель прибрал к рукам все зерно в королевстве, чтобы обогатить своих приспешников-перекупщиков. Его друзья-министры, дворяне, верховные судьи и другие ушлые проходимцы – все они участники заговора. С помощью дворцовых потаскух или заблюдов эти грабители наживаются на несчастьях народа. Граждане, мое перо свободно и будет изобличать месье Некера, покуда он заправляет делами королевства. Я буду писать о каждом его преступлении, и больше нихуя не могу прочитать, потому что так получилось. Сейчас найду. Записи. Ай, говна. Памфлеты. Обличающий Некера. Все супер, вот. Я буду писать о каждом его преступлении, пока этот голодающий не спасется бегством. Не в силах скрыться от вашего праведного гнева. Заебись. Так. Что-то я... Какого хера оно не закрывается? Что там делать надо было? Куда идти? Найти укрытие Атенаис. Ладно. Спросить совета у месье де Мирабо. Давай, Мирабо. С тобой попиздим. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Нормально.
Тайный сейф. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the I must get hold of some What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Well, let me think. After all, a lock is nothing more than nothing that can resist the expertise of our Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might... Oh, there's Monsieur Lavoisier. I'm sure he'll have no trouble finding... Good. Now, if you'll forgive me, I haven't... You are forgiven for... In that case, it has been... Геморрой, блядь. Так, расспросить месье Лавазье, расшифровать записи. Давай с записями сначала. Бои. Monsieur Bailly. Бии. Mademoiselle, I am very pleased to... I found a document written in a script that I was unable to read. Сначала тайник. Ой, записи. Je vois. A variation on Taylor's system, no doubt. I want to use it myself from... What does it say? Je crois. The author writes that the subject died from a large of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Хрена себе. Pages, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Хорошо, узнаю у него. Так, по поводу I'm тайника looking тогда for a way расскажи. to force a lock that is Monsieur de Mirabeau advised me to... But I'm an astronomer, mon enfant. Not I know my way around lenses, filters, racks, but I've never given a moment's thought to how a... God, Monsieur de Mirabeau is... Où est-il, ce brave homme? He has left. A matter... Excuse me? Do you mean he left? That's madness. What was so important that he... Intriguing indeed. Хороший вопрос. Так, теперь, дяденька, давай с тобой говорить. Антуан Лавазье. Monsieur Lavoisier. Да, да. I don't know anything about you, but I owe you my life. Хорошо, давай сначала... Где, блядь? Давай синильная... А, точно, синильная кислота. It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal. What does it do? Oh, it's a lethal poison. Of the most dangerous, though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state. A deadly poison. Ни хрена себе. То есть кого-то отравили. Хорошо, сейф. Dare I ask for your help? And how can I be of I need gunpowder to break through. gunpowder? But I don't have a... Do you think I just walk around with explosives in my pocket? Oh, Было бы неплохо, если внутри он ходил бы с взрывчаткой в кармане. it was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? Where is the animal? So we... He has left. He had... Eh bien, I'm sorry, madam. If I could inspect the safe and determine what metal was used, but given the circumstances... I understand. Ладно, ладно, отдохни тогда. Что надо делать? Unfortunately, we don't have the upper hand. I am convinced that something is afoot. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's for the past 2 days. A large quantity of gunpowder, it's in a warehouse, but the men I sent to take possession of the cargo, and do you realize what... The gunpowder could have fallen. It's possible. One thing is certain. It's whether it is still in the warehouse, then it... How? Simply, but nothing... What? Короче, заебался. Слушайте, давай, спасибо, Лавазье, что-нибудь еще будет, расскажешь, нахуй. Заебали. Доложить королеве о своих находках. 91 метр. С королевой еще найти укрытие Атенасис. Было бы неплохо. Да, бля, какие ворота шикарные. Здесь, наверное, можно уже остановиться, потому что я все узнал. Осталось найти укрытие Атенасис и доложить королеве о находках. А где этот? Задание основного сюжета. Найти загадочный месье Марата, и гида должна отправиться в штаты Манмартар. Манмартар. Буль-буль-буль, блядь. Куда это? А, ну это нам к нашей повозке гужевой. Ну, блядь, надо найти тогда хоть какую-то сейф-зону, потому что 24 тысячи. Это тебе хры-мухры. Но сохранений-то нет. Что самое неприятное? Туда не пойду. Здесь не дойду.
Ладно, тут остановлюсь. Открывай. Остановлюсь тогда в Доме инвалидов, собственно. Здесь остановлюсь. В следующей серии уже продолжим где-то бегать, прыгать и так далее. Искать в том числе и укрытие от Энасис. И доложим королеве о своих находках. Все. До скорых встреч. Пока.